Болеют целыми селами, болеют целыми семьями. У нас в семье умерло 3 человек. Это мой дедушка, мама и бабушка. Мы как зашли, там лежал труп в коридоре. Это как первые месяцы войны 41 года. Я позвонила скорой, но мне скорая сказала, что у них перегружено, и они не смогут приехать. Робкие призывы «сидите дома, пожалуйста», дагестанцы абсолютно не восприняли. Нам же никто ниоткуда ничего не платит, как нам не работать? Из 151 человека 37 человек только получило зарплату. Дагестан лишен возможности выбора самим. Уже 30 лет туда Кремль направляет руководителей. Здесь уже все, что могло случиться, случилось. Привет, друзья! Мы в Дагестане. Вот тут на въезде в Махачкалу нас встретил такой вот плакат, который в нынешней ситуации выглядит прям-таки издевательски. Потому что, как вы прекрасно знаете, Махачкала, Дагестан на этой неделе стали главной горячей точкой на коронавирусной карте России. Про них рассказывают в том числе федеральные телеканалы. Дагестан обсуждают на совещаниях у Путина. И, в общем, все про него говорят. Что здесь произошло, объяснить довольно просто на понятном примере. Вы все помните начало нынешней эпидемии и Италию. Так вот, здесь в целом произошло то же самое. Система здравоохранения в какой-то момент не справилась с наплывом пациентов, закончились койки в больницах, врачи были вынуждены начать выбирать, кому оказывать помощь, кому не оказывать. Люди из-за этого начали умирать, не дождавшись помощи. И в отличие от Италии, все это сопровождалось большим лукавством, чтобы не сказать прямым враньем касательно цифр. Сколько заразившихся, сколько заболевших. В общем, мы решили приехать сюда на место и разобраться, что же здесь произошло, а главное, почему. Любите ли вы ездить на дачу? Я вот из детства помню это ощущение. Приближается лето, и скоро мы соберем вещи и переедем за город, где я проведу 3 незабываемых месяца. 2020 год показал, что загородный дом очень может пригодиться в условиях самоизоляции. Многие на время карантина перебрались на природу. И, в общем, как вы видите, я сейчас тоже не в городе. И в этом есть большие плюсы, скажу честно, потому что ты, с одной стороны, соблюдаешь все нормы самоизоляции, при этом ты можешь находиться на воздухе, заниматься спортом, ну, в общем, делать все то, что в городе сейчас проблематично делать. Кроме того, очевидно, что в этом году очень многие из нас поедут в отпуск не в Турцию, не на курорты, как обычно, а именно на дачу. И дача снова становится важным трендом нашей жизни. Главное, конечно, чтобы было куда ехать, чтобы была дача, и чтобы этот дом, куда вы приезжаете, куда вы заходите, вам нравился, чтобы он был надежный и красивый. И одна из важнейших деталей этой надежности и красоты – это правильная, хорошая кровля. Многослойная черепица Технониколь Шинглас – как раз та самая хорошая кровля, которая привлекает взгляд. Я, правда, могу оценить только внешний вид, выглядит она потрясно, но у нее есть еще ряд преимуществ, кроме красоты. Например, тишина. Если на улице начинается дождь, то этого можно не заметить, находясь в доме. Никакого шума внутри не слышно. Еще одно преимущество – долговечность. Технониколь уверяет, что при правильном монтаже их черепица прослужит до 60 лет. Кроме того, компания предоставляет комплексные решения и системы для кровель. То есть вам не придется искать разные комплектующие в разных местах. Все под ключ. Переходите по ссылке в описании и выбирайте материалы для кровли и фасада. Технониколь производит более 3000 продуктов для строительства. А вот этот промокод дает скидку до 40% на внушительный список товаров для строительства и ремонта вашего загородного дома. В общем, отличная возможность обустроить дом своей мечты с большой выгодой. Я понимал, что самая пиковая нагрузка по заражениям будет на Москву, потому что это мегаполис. И я понимал, что самая пиковая нагрузка по регионам России будет на Дагестан. Во-первых, Дагестан крупный регион, большое количество населения. Во-вторых, наше население очень активное. Оно работает в регионах России, в городах России, работает за рубежом, на заработках. И вот эта вся масса дагестанцев, которая была на заработках, она вернется домой.
она вернется домой на руины системы здравоохранения, которая планомерно уничтожалась последние 30 лет нашей клановой системой. Большие проблемы здесь с медициной, с соблюдением прав пациентов, они огромные проблемы. Да, люди не могут получить элементарные лекарства. В больнице, если ты лег в больницу, зачастую говорят, надо купить лекарство самому. Да, мы слышали, многие так говорят. Это и сейчас есть, и всегда это было, да? И люди не готовы защищать свои права. Они просто берут, покупают то, что им говорят, делают. Тот, кто не может это делать, уже они пытаются как-то добиться от государства законными методами. Дагестан ложанул. То есть у нас с самого начала не принимались необходимые меры безопасности или принимались недостаточные меры безопасности. У нас врачи были не готовы, они были не готовы технически, не были готовы, в принципе, не проходили никакие курсы, даже, как я знаю, по работе с ковид. И это создало определенную такую ситуацию, когда нагрянул гром, когда гром, уже люди не могли ничего сделать. Нурият, что у вас случилось в семье? У нас в семье умерла 3 человек. Это мой дедушка, мама и бабушка. А маме сколько было лет? Маме вот сейчас в июне исполнилось бы 60. Она давно умерла? Она умерла 6 мая. В селении не было газа, отопления не было буквально 3-4 дня. Они мерзли дома. Все вот втроем, бабушка, мама и дедушка, они мерзли. И, естественно, она еще и в огороде возилась, как она мне говорила. И потом вот у нее температура, все тому подобное. И когда ей стало плохо, больница рядышком, ее отвели в больницу. И за то, что она сама ходить не могла, находилась она на 3-м этаже, и ей не могли спустить вниз в подвал, сделать ей рентген. Это в больнице? Это в больнице. 3 дня ей не делали рентген. 3-4 дня. Ни рентген, ничего. Просто поставили... И КТ тоже, соответственно? КТ вообще нет в селе. Вот. И я по телефону, естественно, с моими врачами профессиональными, да, в своем деле консультировалась. Они, естественно, сразу сказали, это у нее пневмония. Надо лечить пневмонию, они ей ничего не делали, антибиотики не кололи. Вот. В итоге, получается, она 3-4 дня была практически без лечения, только на гормонах. Я нахожусь в инфекционной больнице города Дербент, 2-й этаж. Поступила я в 6 часов вечера. У мамы начал сухой кашель, температура была 35. Я вызвала терапевта. Терапевт говорит, тяжелое дыхание в легких, а так ничего нету. Потом она начала говорить, что у нее головные боли, что она задыхается, ей трудно, и температура поднялась у нее под 40. Вызвали скорую, вы знаете, у нас населенный пункт очень большой, а скорая одна не успевала. Я позвонила в горячую линию, попросила срочно скорую, приехали с города Дербента. Мы как вошли прямо у входа, это ЦРБ, вы знаете, раньше там была родильная. Там сделали сейчас инфекционную, так как мест нету. Мы как зашли, там лежал труп в коридоре. 2-е сутки. Говорят, здесь она уже лежит, некому забрать. Вы меня извините, я волнуюсь. Я постараюсь близко подойти, снять. Но поднять простыню я не рискну, чтобы показать лицо. Потом я спрашиваю дежурного врача, я говорю, а почему этот труп тут лежит? В чем проблема? Почему морга нету, что ли? Она говорит, а что мы можем делать? Мы только дежурные врачи. Говорит, а я говорю, кто этот вопрос решает? Она сказала, зал отделения. Пришли на обход дежурный врач и зал отделения. Я говорю, почему труп лежит в коридоре? А он мне ответил, а куда мне его девать? Выкинуть на улицу, что ли? Я говорю, а где родня? Ну хотя бы, говорю, пока родня приедет, спустите в подвал, спустите в морг. Они сказали, морг в ремонт. Я говорю, там же прохладно все равно, спустите. Тут еще паровые у нас включенные. В 3 часа ночи я просыпаюсь просто так, что я задыхаюсь. Я потом поняла, что, скорее всего, у меня не было ни как насморк. Такого не было, что грипп. Слезоточивость носа не было. Глаза болели, глазные яблоки болели, голова болела. Вы позвонили в скорую? Я позвонила в скорую, но мне скорая сказала, что у них перегружено, и они не смогут приехать. Потом я опять звонила 2-й день, потому что у меня ужасное недомогание было. Это в Махачкале, да? Да. То есть вам в Махачкале скорая говорит по телефону, мы не приедем? Они не приедем, не сказали, вам придется долго ждать. У нас, прям орали по телефону. Орали? Что у них, да, прям орали.
Они сперва, я потом начала на них тоже говорить, как этот самый. Ну, у нас нет свободной бригады, вы понимаете, и трубку бросали. Потом дочка заболела, моя маленькая. Когда я сказала, ребенок, она у меня единственная дочь, у меня кроме нее ребенка нет, это тоже у меня на старости лет появилась эта девочка. Пожалуйста, умоляла я их, потому что ребенок 39,5 было. Температура высокая, и плюс она еще бредила как-то вот. Странно себя вела. И ужасное у нее состояние было. И тогда приехала скорая? Потом минут через 40 уже приехала. Скорая приехала, я вообще в шоке была. У нее маска спущена, медсестры. И она в таком недомогании, в таком состоянии. Я ее спрашиваю, что с вами? Она говорит, я сама переболела, вот еле-еле на ногах хожу. Просто, говорит, людей тоже жалко, приходится так работать. Мне уже 65 лет есть. Мне предложила контора, если хотите, можете выйти на больничный, отдыхать, остаться. Но в это время у нас начали болеть водители. Работать было некому, я остался. Вот такой район есть у нас тоже, который нам подчиняется, Казанич. Там 10 дней вообще закрыта была станция, потому что не было кому работать. Все работники заболели. В апреле месяце у нас около 30, даже чуть больше людей было на больничном. И все с коронавирусом. Меня вызывали из дома, потому что было 38 бригад на того, даже 35 было бригад. Но вы представьте себе, на всю Махачкалу, на все поселки, на весь регион Махачкала очень выросла в 3 раза. Стоп, 35 бригад скорой помощи на весь город? Да. Сейчас тоже или сейчас больше стало? Они сейчас сделали якобы 45 бригад полных. Они, видимо, вытянули из дома кого-то, не знаю. Но было до сих пор 38, 39, на столе лежали столько вызовов. Ну вот, например, мне давали в руки 4-5 вызовов и говорят, ну сама выбирай, кому ехать. Ну я выбираю маленьких детей, беременных женщин, естественно. А потом даже бывало так, что давление были, сердцем плохо было, 80-летние, 75-летние, ну такие взрослые люди оставались на последнюю очередь. У меня лежал в больнице дядя и тетя, родные мои. Вот как сейчас все говорят, что везде лекарства, все хватает. Я почему это говорю? Ну, на самом деле, по факту, как бы лекарств не хватает все равно. Люди все равно вынуждены покупать лекарства. Я лично столкнулся с этим, когда меня попросили купить определенные лекарства. В больницу? Да, в больницу. А что за лекарство вас попросили купить? Название сейчас не могу вспомнить, но я знаю, что это лекарство, она вообще стоит где-то примерно 300 рублей, 250-300. Но в данный момент его продают по 1000, по 1100, по 1200. В аптеке? Да, в аптеке. И его не найдешь так легко. Я его искал, нашел, и это лекарство, кстати, помогло. А отношение кислородного баллона, кислородный баллон, у родителей забирали. Видимо, были тоже тяжелые больные. Я ничего не говорю. Я даже, если цена жизни становится, вот надо спасти молодого парня или взрослого человека, я знаю закон медиков, как в этом случае поступают. Но дело в том, что баллоны были, просто ему надо было позвонить и сказать, привезите дополнительно кислородные баллоны, а не забирать у стариков эти баллоны. Я у отца спрашиваю, папа, что было, как было? Он мне говорит, я не знаю, Сидрат говорит. Я когда давал кислород, говорит, себе давал, говорит, и маме, говорит, давал кислород. Очередной раз, когда к себе приложил этот кислород, уже, говорит, там, говорит, кислорода не было. Эту ночь еще более-менее мама была, следующий день, очень угасла, мама ушла, нас покинула, вот так. Ничего не смогли сделать. Я лично считаю, я не доктор. Я лично считаю, эти 3 дня упустили просто мою маму, закрылись эти легкие. И уже они не подлежали восстановлению. 80 лет. Болеют целыми селами, болеют целыми семьями. У меня есть, по крайней мере, принято на защиту вот из числа лиц, где в семье потеряли 3 человек. В одной семье потерять 3 человека. Я знаю семью... это как война фактически. Да, где потеряли 4 человека. Вы представляете, 4 человека потерять в раз, там, в течение 3 дней? Это страшно. Вот это правильно говорят, это война. Вот это мне показалось, как первые годы, первые дни, первые месяцы войны 1941 года.
как мы неподготовленные отступали, сдавали Белоруссию, Украину, все, и были на грани, что, видите, Ленинград был окружен. Вот в таком состоянии. Мне это представилось так, что мы оказались неподготовленными. Ни власть, ни люди, ни медицина. Очень важно, сколько здесь заболевших, сколько погибших. Если мы зайдем на Яндекс, на страницу официальной статистики, мы увидим, что заражений примерно 3700, а смертей примерно 36. Это на 20 мая, когда съемки. Здесь все примерно понимают, что эти цифры реальности вообще не отражают. И начиная с апреля общественники, врачи, просто частные лица пишут в Москву массу обращений, призывов к Путину, к депутатам. Вмешайтесь, обратите внимание, помогите. Существенное количество времени никак Москва на эти призывы не реагирует. В своем обращении я говорила о том, что я являюсь адвокатом, и, будучи правозащитником, ко мне в действительности поступало огромное количество жалоб, но у меня телефон не смолкает. Я вторую трубку просто выключила, где люди жалуются, они жалуются, что нету врачей, врачи жалуются, что на них оказывается давление, что у них нету средств индивидуальной защиты. Вы понимаете, огромный поток в действительности жалоб. Я не мог быть равнодушным в этом отношении и попробовал через знакомых и незнакомых, официально, неофициально, довести эту информацию до президента и до нового министра здравоохранения Мурашко. В какой момент дагестанские новости становятся общенациональными? Это происходит 17 мая. Почему это происходит? Потому что в этот день министр здравоохранения Дагестана Джамалудин Гаджи Ибрагимов дает интервью блогеру Руслану Курбанову, он тоже участвует в нашем выпуске, и неожиданно для всех говорит, что на самом деле в республике заболели почти 14 тысяч человек, сравните с официальной цифрой. Умерли 29, это та же официальная, но, добавляет министр, эти 29 умерли от коронавируса, а от внебольничной пневмонии умерли 657. Вы понимаете, да, в чем лукавство? Отдельно считаем коронавирус подтвержденный, отдельно внебольничную пневмонию. При этом мы уже достаточно все хорошо знакомы с этой болезнью, чтобы понимать, что по клиническим проявлениям, по последствиям, по методам лечения, вообще по всему, внебольничная пневмония – это и есть коронавирус. Если мы сложим одно с другим, получится 686, то есть почти 700 погибших. Дело в том, что в Дагестане, в отличие от других регионов России, практически невозможно скрыть правду, касающуюся гибели людей. Тут достаточно сплоченные местные сообщества сельские, и каждые похороны превращаются в невероятное действо, такое трагичное, семейное, родовое действие, когда съезжается огромное количество людей, чтобы проводить в последний путь родственника. Это, кстати, стало одним из факторов тоже массового заражения в Дагестане через похороны, куда собирались до 1000–1500 человек. И поэтому, когда мы связывались с местными активистами в районах и селах Дагестана, они нам называли ужасающие цифры. В одном маленьком селе буквально в течение 1,5–2 недель было похоронено 19 человек. Вы понимаете, мы такие цифры не могли замалчивать. И министр понимал, что эту правду уже невозможно скрыть. Еще до самого министра сам глава Дагестана Владимир Васильев в ходе прямого интервью дагестанским журналистам заявил, что количество умерших от пневмонии в несколько раз превышает количество умерших от коронавируса. Дайте, я прям цифры назову. Он сказал, 26 умерло от ковида и 481 от пневмонии. И это для нас стало уже как бы последним подтверждением нашей догадки, то есть нашего такого общественного расследования, которое мы проводили. И мы фактически в лоб задали министру такой вопрос, если уж сам Владимир Васильев подтверждает такие цифры, дайте нам тогда последние данные, потому что после заявления Владимира Васильева интервью с министром прошло еще какое-то время, в течение которого умерли еще люди. И он уже озвучил вот эти цифры, 600 с лишним умерших от пневмонии, 29 от ковида. Но даже вот эта 29 цифра была какой-то фантастически низкой. Если мы соберем смертность по сельскому населению Дагестана, да, потом можно ее как-то перевести на общее население Дагестана. Я думаю, ее надо умножать на 2 где-то примерно, поскольку у нас где-то 50% сельского населения. И можно будет понять
сколько на самом деле умерло и где. Ситуация удивительная, на самом деле. В некоторых селах, там есть село Губден, там, по нашим данным, умерло 46 человек. Население 9 тысяч, умерло 46 человек. В некоторых селах, вот Тебек-Махи, известное село, там из около 2000 населения умерло 19 человек. То есть мы, давайте осторожно с цифрами в таком вопросе, мы придем к четырехзначному числу в итоге? Думаю, да. Думаю, да. Что фактически выводит Дагестан, наверное, на 3-е место в России по числу погибших от коронавируса после Москвы и Питера. Да, к сожалению, да. Сколько врачей погибло среди этих людей? Врачей есть поименный список, это 30 с лишним. Он на сайте черновика, они собирают данные поименные. Министр озвучил 40 человек. Когда уже Путин обратил внимание на Дагестан, когда уже разразился этот скандал, и для местных чиновников устроили специальную прямую линию с Кремлем, ну или вернее снова Огарева, важные цифры произносит на этой прямой линии присутствующий верховный муфти Дагестана Абдул-Хаджи Абдулаев. Он говорит, что погибших в республике около 700 человек, и среди них 50 человек – это врачи. И это говорится перед Путиным, то есть эта информация тоже сразу здесь воспринимается как вполне официальная. 700 человек. Вообще позиция церкви здесь очень важна. Вот это вот главная махачкалинская мечеть, Джума-мечеть. Всех верующих призвали отмечать грядущий праздник Ураза-Байрама дома. Это важный призыв, потому что обычно Ураза-Байрам – это такое массовое гуляние, примерно как в России Новый год. Почему у нас в Дагестане такая ускоренными темпами пандемия пошла? Потому что у нас здесь живучие родоплеменные отношения. Кто об этом не знает? Обряды, свадьбы, похороны, такими масштабными. В деревеньке едет скорая помощь, везут больного, а за ним кавалькада машин родственников. Мне позвонил мой близкий друг, который работал в структурах, и он живет в Москве. У него умер брат от коронавируса. Он умер в Санкт-Петербурге. В общем, он в цинковом гробу смог его привезти на родину для захоронения. И, соответственно, его родственники, это другие, там, жена, братья, сестры, они вскрыли этот гроб, сделали омовение. Всем селом пришли на похороны. Результат очень плачевный. У нас, кстати, в Дагестане самый высокий уровень недоверия жителей местным властям при достаточно высоком уровне доверия федеральному центру. И вот эти вот робкие призывы республиканского руководства «сидите дома, пожалуйста, не выходите», дагестанцы абсолютно не восприняли. Дагестанцы абсолютно не восприняли, потому что с ними нужно было говорить на языке, вы знаете, что ли, исторической памяти. То есть, на языке исторической памяти, что дагестанцы переживали такие катастрофы не раз, и ваши героические предки тоже ограничивали себя тем, что оставались дома, не посещали мечети, не посещали похороны, не посещали соболезнования. Но этот язык робкими чиновниками, расслабленными чиновниками использован не был. Они пытались с ними говорить на каком-то официальном, отстраненном языке. И вот эта дискоммуникация, да, то, что народ не понял предупреждений власти, а власть не осознала надвигающуюся катастрофу, плюс разрушенная система здравоохранения привело вот к таким катастрофическим последствиям. Махачкала – приморский город, это вот Каспийское море. Все пляжи сейчас, разумеется, закрыты. Это не пляж, это городской парк. Тут вот люди, как видите, гуляют. Сейчас поменьше гуляют, утром, вечером побольше. Вот эту вот площадку, как нам рассказали, соорудили уже после начала пандемии, такую времянку, потому что спортзалы, как и везде в России, закрыты. Но тут, в Дагестане, для многих людей не заниматься спортом совершенно невозможно, потому что это тоже важная национальная традиция. И поэтому важным было обращение знаменитого дагестанского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова, который сейчас в Америке и который специально призывал своих соотечественников оставаться дома. Мы должны прислушаться к нашим врачам, к их требованиям, так как они знают лучше. Они хотят, чтобы мы не болели, они хотят, чтобы больницы не заполнялись, потому что там и так нету мест. Отец Нурмагомедова сейчас в тяжелом состоянии в больнице в Московской с коронавирусом. И
из-за этой истории, из-за того, что очень у многих здесь переболели родственники, даже погибли родственники, из-за того, что многие переболели сами. Сейчас люди серьезнее намного стали относиться к коронавирусу, серьезнее стали соблюдать самоизоляцию. Я бы так вот визуально сравнил количество людей на улицах в Махачкале, ну, примерно с московским, плюс-минус. Когда 28 марта у нас вводилась самоизоляция, начали проводить досрочные выборы глав отдельных районов, в том числе и нашего, и в сельских поселениях в апреле. А обывательская психология какова? Они смотрят, власть, если было бы опасно, они не проводили бы свои сессии районного собрания, сессии сельского собрания. Власть Дагестана очень недоступная для общения. Я даже личный опыт имел. Многократно пишешь им, они даже не отвечают. Хотя по законодательным должны отвечать. Наш уважаемый глава Дагестана Васильев, он давно самоизолировался. Он не любит общаться с дагестанцами. Он не любит бывать в районах. Куда делись эти многомиллионные средства, которые шли в Дагестан? Совершенно было непонятно, почему это огромные средства, которые идут в Дагестан, не доходят до врачей. Почему маски должны были заказать через Татарстан, Дагестан. Хотя Дагестан их можно было бы производить и производили. Дагестан лишен возможности выбора самим. Бесконечно уже 30 лет туда Кремль направляет руководителей, не требуя с них отчета. Совершенно народу не говорят, почему назначают, почему снимают. Как всегда, у нас, когда первое лицо вмешалось и дало, так сказать, нагоняй громогласный, ситуация начала шевелиться. Во-первых, про нее все заговорили, Дагестан на всех первых полосах, всем даны поручения, значит, Министерству обороны поручено срочно построить здесь госпиталь, Министерству по чрезвычайным ситуациям поручено срочно провести масштабную дезинфекцию, Министерству здравоохранения поручено срочно подготовить план по дальнейшим действиям. В общем, все срочно и все только сейчас. Интересно, однако, что, говоря о причинах того, что здесь произошло, Путин часть ответственности возложил на самих жителей Дагестана. Основными причинами развития тяжелых осложнений у жителей региона являются поздние обращения больных за медицинской помощью, а также самолечение на дому. Почему люди поздно обращаются? Тут главная причина в том, что если ты не можешь попасть в больницу, то как ты рано обратишься? Да, больницы все заполнены. Человек вызывает скорую, и она его не отвозит в больницу. Да, вот есть видео известное здесь. Да, вот скорая приехала, и говорят, там лежачая женщина, да, больная. Я повезу. Скажите, где место есть, туда я повезу. Мы у вас спрашиваем, вы же врачи. Вот я же говорю, нету тогда места. скажите, что вы не забираете ее. Если с ней что-нибудь случится, сегодня вас отправят через Минздрав. В 5 часов мы ждем скорую. Мы куда только не звонили и горячую, мы скорую не смогли вызвать. А в Минздраве не спросили, где место есть? Куда укладывают, вы не спросили? Вы скажите, какое состояние у нее сейчас. Хуже состояния не бывает. Если все больницы переполнены, если человек заболел и не знает, куда обратиться, да, вот мне звонят, говорят, тут куда можно человека уложить? Да, он уже тяжелый. Тяжелых больных было трудно уложить в больницу. Что говорить, если человек на ранней стадии, куда его в больницу отправлять? Он мне потом звонил, просил, чтобы я посодействовала, чтобы как-то поместить в больницу, там, из горного села Махачкала. Как делать? Я говорю, я вам ничем не помогу. Звоните вот на прямую линию Министерства здравоохранения Российской Федерации, звоните 911, и только так вы сможете госпитализировать своих близких родственников. Даже в таком клановом обществе, где все основано на связях, на личных, там я позвоню своему знакомому родственнику, мы понимаем, что здесь все очень держится на этих связях. Даже это перестало работать. Конечно, потому что у нас нет койко-мест. Это же нужно кого-то вот освободить, чтобы человека госпитализировать. Я еще хочу обратиться к нашим властям и вообще власти России, само собой. Это же российская как бы... Территория России. Ну да. Почему именно Дагестан так обделенно вот, не помогают им? Плюс к этому, почему за границей Америки, даже китайцам, да, помогли, по-моему, в Италии помогали. Ну, и Италия и Сербия помогали, то, что я видел. И почему своим гражданам не помогают? Это как будто специально вот против народа сделано. У меня такое ощущение.
У меня были это подозрения, но сейчас я 100% поняла, что свой народ в России не нужен абсолютно. Вы тоже переболели? Я переболела, у меня 3-летняя дочка переболела, брат переболел, сестра переболела и племянник. А вы все вместе живете? Мы живем не вместе, но мы работаем вместе. На рынке? На рынке, да. Почему в этой ситуации, когда все вокруг вас заболели на вашем рынке, почему вы не сели дома в самоизоляцию? Потому что у меня на руках денег нет. Как я буду сидеть примерно? Потому что мои родители получают мизерную зарплату, пенсию, то есть у меня братья, сестры, как бы, нас сколько человек, наверное, 15 в семье, и кто их будет кормить? В основном я им первую помощь, я самая старшая в семье. Какую-то поддержку от государства, от Ничего республики? Абсолютно. Ничего. Ноль? Ноль. Те, которые они обещали 5 тысяч, у меня ребенок-то уже 3,5 года, это тоже я не получила. Ходят слухи, что рынки будут закрывать сейчас все, но пока, как видите, работают. Попробуйте. Сейчас я вам ложечку дам, возьмите. А вы вот все это время работали или вы тоже дома сидели, да? Все время. Серьезно? И вы каждый день торговали, да? Да. Не страшно? Ну, у нас же и антисептики есть. Я что-то его оставила. Антисептики, обрабатываем. Нам же никто ниоткуда ничего не платит. Как нам не работать? Вот Я мы же голодать не по будем. пакетам нам кушают, продукты, что-нибудь отправили. Ни один человек ничем не помогает. Детей. Ну, понятно. Мы же не можем... То есть рассчитывать только самим на себя приходится? Да. Никакой помощи нет ни от государства, ни от... А если бы была, вы бы сидели в самоизоляции? Сидели бы, почему бы нет? Да? Конечно. Это то, о чем мы говорили уже не раз в наших выпусках. То есть люди не потому нарушают самоизоляцию, что... Да, я про это и говорю, что вы, конечно, рискуете. Да. Не потому, что люди нарушители, а потому, что людям жить на что-то надо. Урбеч мед не хотите? Молодец. Тест легко сделать на коронавирус в Махачкале? Ну, не бесплатно. Платно, да, можно легко сделать платно. А бесплатно нет. Сколько стоит? 2 с чем-то. Это много по местным меркам? Да, немало. Ну, например, если, например, пенсионер. Вот мой папа получает 9 с чем-то тысяч, да. Вот он как он может себе позволить, да, например? За 2000 да. как-то. Это просто тест. Это просто тест. А если, например, вот эти препараты, которые лечат пневмонию, есть препарат, который стоит 15 тысяч одна упаковка, я не знаю, что делать дальше, если получают пенсию. И то, например, мои родители до сих пор пенсию не получили, например, за этот, ну, папа, вернее, до сих пор не получил за прошлый месяц. Больницы мы смогли на какой-то процент укомплектовать за счет меценатов, за счет бизнесменов, которые закупили собственными силами дополнительные средства. Плюс еще, вы знаете, Сулейман Керимов, сенатор от Дагестана, на 1,5 миллиарда рублей закупил дорогостоящую технику, закупил медикаменты, средства индивидуальной защиты. Но даже эти дорогостоящие аппараты до сих пор не подключены, потому что у нас в Минздраве оказалось нет специалистов, которые могут работать с этой техникой. Вот интересный, хотя и закономерный момент, когда жители республики почувствовали, что они с бедой один на один, что власти им никак не помогают, разумеется, начали активно прорастать и развиваться то, что называется горизонтальные связи. То есть, на самом деле, понятно, что здесь, ну, такое горское общество, здесь и так очень все хорошо с горизонтальными связями, потому что все чьи-то родственники, все чьи-то друзья. Но на фоне этой беды люди действительно стали организовываться и пытаться что-то сделать системно, чтобы беде противостоять сами. Дагестанское общество, оно, в отличие от жителей других регионов России, оно очень самоорганизованное. Потому что в последние 30 лет нам приходилось выживать на фоне 2 войн в Чечне, на фоне огромного количества беженцев чеченских. Нам приходилось выживать самостоятельно, потому что властям было не до нас. И у дагестанцев очень высокая степень самоорганизации, самоотдачи, жертвенности. Бизнесмены жертвуют большие средства на помощь простым людям. Простые общественники мобилизовались, создали огромную сеть благотворительных фондов, которая покрыла не только Дагестан, но и соседние республики. Поэтому общественность, общественные герои, волонтеры
они являются настоящими сегодня спасителями Дагестана, они являются героями, имена которых мы должны повторять и доводить до остальных жителей республики. Я не первый выпуск делаю про коронавирус, и я, конечно, много слышал, и мы рассказывали, что в целом российское здравоохранение в очень хреновом состоянии подошли к этому вирусу, но здесь, конкретно про Дагестан, я уже несколько раз слышал, что ситуация и до вируса была очень плохая даже по российским меркам, и поэтому тоже здесь все так рвануло. Это так? Да, здесь была ситуация ужасная. В чем она выражалась? Можете вкратце объяснить? Во-первых, сильная коррупция. Сильная коррупция. Люди за деньги устраиваются в мединститут, потом за деньги устраиваются работать, потом за деньги устраиваются на должности или по связям как-то. В результате работают люди неграмотные, которые не могут правильно лечить. И точно так же у них возникает мысль, как заработать на этой должности. И человек ложится в больницу, ему надо покупать лекарства. Если человек хочет устроиться, ему надо давать деньги. Просто так его мало когда берут. Если его не лечат, то что ему остается? Он обращается к родственникам, кому-то собирает деньги, покупает там все, что нужно, и лечится, если у него нет своих. В Дагестане сложилась клановая система, когда на протяжении 30 лет дагестанское руководство шантажировало Москву угрозами: вот дайте нам денег, иначе в Дагестане будет там сепаратистские настроения развиваться, иначе Дагестан будет отделяться. У нас такие панические настроения постоянно возгонялись, и наше дагестанское руководство пыталось пугать Москву угрозой сепаратизма, экстремизма, терроризма. Самая главная мотивация была: дайте нам еще денег. И эти деньги разворовывались, расхищались между 150-200 семьями, которые закрепились вот в этой клановой верхушке Дагестана. До народа федеральные деньги не доходили практически ни в каком виде. Вот удивительная особенность Дагестана, что жители привыкли за эти 30 лет выживать сами, абсолютно не надеясь на власти. Потому что денег они от власти не получали, видели массовое расхищение бюджетных средств, видели, что Москва долго не включалась в наведение порядка в Дагестане, потому что в ельцинские времена Москве было не до Дагестана. Потом первое путинское десятилетие прошло в битве за сохранение, в борьбе за сохранение Чечни в составе России. Дагестан оставался на периферии внимания московских чиновников. И только вот последние 5-6 лет началось вычищение Дагестана. Вы знаете, что у нас практически вся верхушка Дагестана сейчас сидит в Лефортово по обвинениям в расхищении федеральных средств. А скажите, пожалуйста, вот сейчас мы знаем, что в ситуацию вмешался Путин, значит, велено выделить деньги, велено развернуть госпитали, много мы про это слышим. Как-то ситуация начала меняться? Вы что-то наблюдаете? Ну, видимо, в связи с этим, я же вам говорю, 2 дня назад к нам прислали эти противочумные костюмы. Сколько штук? Так, штук 50 там есть. То есть вам прислали средства защиты, и с этим ситуация как бы слегка поменялась, правильно? Ну, во всяком случае, сейчас мы не можем сказать, что у нас их нет. Очень важный вопрос. Вы работаете с коронавирусом, вам положены доплаты, там 80 тысяч, 50 тысяч, вы их получили? Я не вхожу вообще в эти постановления. Положено им тем врачам, которые непосредственно работают с коронавирусом. Они получили у вас в вашем учреждении? Ну, они получили, скажем так, 10 раз меньше. В 10 раз меньше, то есть 5-8 тысяч? Ну, где-то так, 10, 6, вот так. Мы ездили, были уверены, что весь коллектив получит зарплату. А когда начали выдавать, из 25 тысяч обещанных водители получили 10, 11, 14, 17, 20. Понятия не имеем. Мы объясняем руководителю. Президент сказал: 25 тысяч водителей. Нет, мне зачем президент, я лучше знаю. Начал объяснять, у меня указания вот так вот давать. Президент дал срок до 18 числа, оплатить сегодня 20-е. Никто нам не оплатил. Оплатили сначала из 151 человека, 37 человек только получило зарплату. Вы уже месяц в плановом отпуске, да? Да. И вы, тем не менее, планируете снова выйти и работать? Да, а почему бы нет? Меня никто не имеет права уволить, потому что 3 выговора должно быть по закону, чтобы меня уволить, а у меня выговора нету.
Но мы же знаем, как на самом деле устроена система. Ну Можно что? выговор влепить ну за что угодно. Я выйду на работу, я никого не боюсь. Я им каждый раз говорила, все подтвердят, каждую 5 минут я им всегда предупреждала. Не делайте так, не загоняйте в угол. Они просто загнали в угол. И я просто уже не знала. Вы же знаете, почему я должна молчать? Сколько можно молчать? Я 29 лет молчу. Сколько можно молчать? Вот, Владимир Владимирович, видите? 3 дня мы дышали этими трупами. Как эта трупа попала в Инстаграм, когда трупы попали в Инстаграм, потом они их убрали. 4 числа мне зав. Отделения утром говорит: вам нужно отсюда бежать. Я говорю, почему? Тут чума. Я говорю, а за мамой кто будет смотреть? Я за мамой и в ад пойду. А вы видите, какая она больная. Потом пришла полиция. Представились. Это видео, все у меня есть. Я все снимаю. Я говорю, на каком основании вы меня выгоняете? Вы должны покинуть, или мы вас силой отсюда выгоним. Мама говорит, без дочки, если дочку вы выгоняете, то и меня выгоняете. Я говорю, ну хорошо, чтобы картину эту маму не видела, я согласилась уйти с мамой. Я знаю, что вы обращались к министру здравоохранения, вы сами говорили, да, касательно Айшат, гинеколога из одного из райцентров, которая вынуждена работать одновременно и медсестрой, и там перечисляли, да, чуть ли не в несколько смен. Она то, что мне написала о недостатках, которые там есть, это очень мне понравилось руководству, главврачу, министру, но это не повод для визы в прокуратуру. И я, когда только ее вызвали в прокуратуру, мне вспомнилось, это 1937 год, и, конечно, 1952 год, дело врачей. Те люди, которые проходили по делу врачей, я их знал. Я работал с ними. Это великие ученые, великие профессора. И мне сразу вспомнилось, слушайте, в стране эпидемия, в стране катастрофа. И тут прокурор официально вызывает на допрос врача. Слушайте, иди туда, ты моложе, иди туда, с ней поговори, скажи, поблагодари, что за неравнодушие. Нет, это меня, конечно, очень сильно возбудило, не оставило равнодушным. Вся эта ситуация, она как-то способствовала дальнейшему падению доверия к властям и республиканским, и центральным здесь, в Дагестане? Я думаю, последние несколько обращений президента, наверное, все-таки чуть-чуть подняли рейтинг президента страны, я так предполагаю, в основной массе. По поводу правительства регионов, да, глава региона, я думаю, сильно пострадает, скажем так, его репутация пострадает сильно. После завершения всего этого уже, наверное, будет множество вопросов к нему. По поводу власти и общества, тут еще есть такой комичный эпизод. На том же самом прямом совещании с Путиным, которое мы уже несколько раз упоминали в этом выпуске, слово берет председатель Народного собрания Дагестана Хизри Шахсаидов. Я подсматриваю, чтобы имена не перепутать. И он неожиданно начинает говорить про то, что на самом деле люди чего ждут, так это скорейшего голосования по поправкам в Конституцию. Люди просят вас, чтобы те поправки, которые мы должны внести в Конституцию Российской Федерации, не затягивались, а были приняты своевременно, потому что люди ждут этого. Я тут специально поспрашивал людей про Хизри Шахсаидова, и мне говорили, что до этого эпизода к нему было такое спокойное отношение, не то, что его там считали каким-то образцом бюрократа-чиновника, нет, совершенно нормальное. Он даже говорили, он без охраны ходит по городу, тут такое уважают. Но после, конечно, этих слов тут просто какой-то адский вал мемов про Шахсаидова появился во всех сетях, и это тут сейчас главный такой... главная мишень для дагестанского юмора, сарказма, иронии, и остракизма, в общем. Через полчаса-час уже была куча мемасов, где люди якобы под аппаратами ИВЛ лежат и говорят, срочно внесите поправки в Конституцию, я не хочу умереть до этого. Не знаю, я после этого у себя на канале провел опрос, то есть его репостнули другие каналы, там... Позавчера это было около 1500 человек, которые проголосовали. Из них, там было 3 вопроса, из них только 9% сказали, что ждут этих поправок. И мои знакомые журналисты сказали, мы-то ради прикола проголосовали, остальные что? Остальные, в принципе, я думаю, мало кто вспоминал уже про эти поправки, так что... Слушайте, в Дагестане не найдется ни одного человека, который читал Конституцию, и ни одного человека, который поправки читал. Кроме этого, может быть, самого Шахсаидова. Конечно, презренно.
Его средства массовой информации, всякие там о нем говорят, там даже такое есть. Человек умирает, и он говорит, ну как же я умру без этих поправок? Заканчивается Рамадан. Будет Ураза Байрам. Не опасаетесь ли вы этого праздника с точки зрения дальнейшего вспышки вируса? Ну, как не опасаться, если я сижу, терзаюсь сомнениями. Но дети придут. Если придут, детей там отворот-поворот. Понимаете, мы же, значит, я живу в частном доме. Отворот-поворот, как-то супругой обсуждаю, а может через окно там как-то, если вдруг дети придут. Но надо жестко, четко запрещать. Вот когда рекомендации по поводу пятничных намазов было, к сожалению, там жестко и ни муфтият, ни органы власти не выступили. Отдельные имамы хотели бы святей Папы Римского. Надо было отобрать у них особняки, там, значит, устроить места для размещения больных и отобрать их иномарки, закупить на них скорую помощь. Говорят, во время чумы тоже не закрывались мечети и так далее. Вот так. Мечети закрыты фактически. Там участвуют в богослужениях только работники непосредственно мечетей. В большей мере, да, возможно, где-то есть другая ситуация. И на Рамазан тоже было объявление и от муфтията, и все религиозные деятели здесь заявляют о том, что не будет массовых мероприятий. Вы считаете, что это подействует? По сути, ситуация в Дагестане такая, что здесь уже все, что могло случиться, случилось. Вот сейчас это не ситуация о том, что вот здесь идет что-то можно остановить. Все, уже полный обвал, все плохое, что могло стать, стало. Эта ситуация может быть названа катастрофой? Да, это мы прошли вот эту катастрофу уже. Это была катастрофа? Ну, конечно. Конечно. Сотни умерших вот в мирное время без ничего. Вот здесь, когда была война, там, ну, не война, вот эти теракты, столько не умирало за год. Не там террористов, ментов вместе взятых. Столько смертей не было тогда. Наверное, за весь этот период столько не умерло. Самое страшное все-таки, я думаю, минуло. Но да, я могу назвать это катастрофой. У вас отношение к власти переменилось за эти пару месяцев? У меня она переменилась еще, когда пенсионный фонд уже, этот, как он называется, пенсионный возраст. Да. Повысили. Они повысили, у меня уже на 50% доверия совсем ушло, можно сказать. Сейчас она точно, на 99% точно ушло. 1% это как-то надежда, что все-таки, хоть поздно, хоть как-то нам помогут все-таки, вот так думаю, не знаю. Честное слово. Но так дело не годится. Это... Ничего хорошего от этого не будет. Мне, знаете, срочные меры по борьбе с эпидемией в Дагестане напоминают вот это объявление. Закрывайте нос при чихании и кашле. Ну и это все, чем мы можем вам помочь. Вот так, друзья. Как обычно, все выводы у нас на канале вы делаете сами. Признаюсь, у меня тяжелое ощущение от этой командировки, потому что, смотрите, система здравоохранения, очевидно, здесь не справилась. Много людей погибло просто потому, что им не смогли, не успели оказать медицинскую помощь. Без вмешательства Москвы, президента, царя-батюшки ничего не поменялось бы, да и после вмешательства пока что никаких мгновенных изменений не заметно. И главное, что с этим делать, совершенно непонятно. Вы знаете, что я обычно в финале выпуска всегда пытаюсь найти какую-то позитивную сторону, даже если тема не очень веселая, как в этот раз. Вижу только ее в одном. Тут многие нам говорили, что, может быть, по итогам вот этой эпидемии, которая сейчас явно стабилизировалась не из-за вмешательства властей, а просто потому, что она сама собой вышла на плато, что вот по ее итогам, возможно, Дагестан станет таким тестовым регионом для проверки тезиса о коллективном иммунитете, о котором вы сейчас тоже, я уверен, многое слышали. Чему еще можно порадоваться в этой истории? Ей-богу, не знаю. Это редакция. Комменты, лайки туда. Скоро увидимся.